Здравствуйте, Скорпионы! Сегодняшний Таро прогноз мы делаем для вашего знака зодиака. И расклад, который вы сейчас увидите, это расклад на следующие 2 недели, то есть остаток месяца июля. Давайте посмотрим, что же получится у представителей вашего знака, какие карты вам сегодня выпадут, что интересного произойдет непосредственно у вас. Итак, я напомню, что вы можете подписаться на мой YouTube канал, можете также оставить лайк или сообщение под этим видео. Я буду очень признательна за такую вашу активность, поэтому пишите, не стесняйтесь. Итак, скорпиончики, давайте посмотрим, что ожидает представителей знака Скорпион. Первая карта, которая есть у вас здесь, это 7 пентаклей. То есть это карта, которая говорит о том, что, как будто бы, знаете, вы, может быть, подводите итоги, думаете, сколько сил вложено в какое-то дело и оцениваете эти вложенные усилия с тем результатом, который вы получили. То есть стоит ли продолжать делать то, что вы делаете, потому что имеете ли вы тот результат, который ожидали. Причем 10 жезлов показывает, что вы здесь на самом деле как будто бы очень много усилий прикладываете и что-то тяжелое чересчур, и прям тяжелое, чтобы это дальше нести на себе, как груз большой испытываете, который на вас возложен. И вам хочется эту ситуацию изменить, потому что вам тяжело, возможно, и по умеренности хочется больше баланса, гармонии, какого-то равновесия в вашей жизни. Хочется уравновесить разные сферы вашей жизни и при этом не потеряться ментально, не потеряться эмоционально, то есть сохранить внутренний баланс, внутреннюю гармонию. И здесь действительно какая-то, может быть, работа для вас, которую вы выполняете, которая не приносит того результата, который бы хотелось. И по 10 жезлов просто тяжело это уже физически выносить или чувствуете выгорание от этой работы. Но тут же есть еще и карта 6 кубков, то есть какие-то люди, которые, может быть, вас поддерживают, с которыми у вас есть история, которая могут оказать вам какое-то содействие в происходящем этом всем событии. И по 6 кубков вы, соответственно, здесь можете также как будто бы и очистить себя от груза прошлого, когда, возможно, есть какие-то как старые призраки из прошлого, какие-то ограничения из прошлого, какой-то груз из прошлого или бремя из прошлого, которое можно сбросить. Тоже как вариант по 6 кубков здесь такой может быть такая ситуация, да, поэтому 6 кубков. Ну, в любом случае, да, учитывая 3 мечей, которая дальше есть, можно говорить о чем-то действительно как тяжелом из прошлого, потому что 3 мечей — это карта разбитого сердца, неприятности, боли, разочарования и какой-то вот ситуация, которая в прошлом произошла, может быть связанная с воздушным знаком зодиака. Это весы, близнецы или водолеи, потому что есть эта королева мечей. Но ваш взгляд, который направлен, соответственно, на прошлое, он здесь с этой 3 мечей, с королевой мечей показывает, что, возможно, вы на что-то как будто смотрели сквозь розовые очки. И здесь эта королева мечей, она показывает, что многие из вас смотрят или смотрели на прошлое, да, сквозь призму правды, и вы как будто что-то прорабатываете из прошлого, какие-то старые разочарования, старые душевные раны, продумываете это, проговариваете для себя по королеве мечей очень честно, искренне, прямолинейно. И вам нужно проявить здесь такую ментальную, интеллектуальную ясность, чтобы разорвать связь с какими-то прошлыми старыми отношениями, которые до сих пор могут причинять боль. Вы об этом думаете, это вас тяготит, как тяжелым камнем на сердце лежит. И вы по 7 пентаклей сожалеете о том времени, тех усилиях, которые были потрачены на, там, может быть, этого человека, с которым у вас столько прошлых воспоминаний ностальгических. Вам нужно исцелить свое сердце, двигаться дальше. То есть для многих из вас это история скорпионов, которые расстались недавно с кем-то и проживают это расставание. И 7 монет, здесь эта карта, она может показывать действительно как сожаление о потерянных усилиях, о потерянном времени, потерянном на эти отношения, допустим. Но также может, правда, речь идти о работе, о усилиях, которые вы здесь в работе прикладывали, но желании по 6 кубков получить поддержку от родных и близких в происходящем. Тут же у вас есть 2 мечей, 5 пентаклей. Но опять-таки 5 пентаклей, как будто чувство, что вы как за бортом, за закрытой дверью, как оставлены без внимания, возможно, по 5 пентаклей. Кто-то из вас, может быть, оценивал какие-то свои долгосрочные вложения там, или денежные, или эмоциональные, вот вкладывались во что-то, работали над чем-то, старались, а по 5
восьмерки пентаклей оказались как у разбитого корыта, или понимаете, что не стоит результат, вот эта надорванная спина от этих жезлов тяжелых, которые вы тащите наверх, не стоит того результата, который вы имеете на сегодняшний день. И вам нужно отбросить розовые очки и вот это ностальгическое видение прошлого, которым вы себе тянете в прошлое, как якорем, да, и придумываете себе какие-то оправдания, и по двойке мечей держите себя в таком состоянии, вот по двойке мечей, как вы не хотите видеть правду, или вы боитесь быть брошенными, или вы как будто боитесь оказаться вот в какой-то ситуации финансовой нестабильности, соответственно, если вы не будете на себя это бремя тянуть, и вы из-за этого можете застрять в ситуации, из-за страха остаться ни с чем, застрять в этой ситуации, которая вам некомфортна. Но вам внутренняя вот эта вот интуиция, ваше подсознание, оно подсказывает, что не нужно торопить события, нужно по двойке мечей занять такую выжидательную позицию, как будто бы, да, ни вашим, ни нашим, вот не делать каких-то решительных действий, то есть немножечко приостановиться и постараться заглянуть внутрь себя, вглубь себя. С восьмеркой пентаклей, с картой маг, которая здесь выпадает под десяткой жезлов, здесь можно говорить о том, что в целом по карте маг у вас есть очень большие возможности, у вас есть очень много ресурсов, у вас есть очень много, собственно, потенциала, который у вас вложен здесь, и который вы можете реализовывать, и реализовывать на благо для себя, и на хорошую реализацию того, что вы задумали вместе с девяткой жезлов. Вы можете, и картой маг, вы можете как будто бы чувствовать себя измотанными, уставшими, вы можете чувствовать себя как раненый воин, который уже вот на финишной прямой, но очень долго над чем-то работал, сражался над чем-то и устал от этой работы, но на самом деле вы здесь сможете прийти к вашему результату, мир, к завершению чего-то в вашей жизни. И по карте сила очень много для этого у вас есть, и алхимик, маг. Много ресурсов, много возможностей. И несмотря на вот это выгорание, которое у вас есть, эмоциональное или физическое выгорание от работы, вы, допустим, по этим картам вы принимаете решение завершить эту ситуацию, вы принимаете решение по карте мир двигаться к успеху, к карте сила, к тому, чтобы чувствовать себя, не знаю, но уверенными в себе, в своих возможностях, чтобы не сомневаться в своих возможностях. И карта повешенной, даже не знаю, где, давайте здесь, да, вот так вот, под семеркой пентаклей. То есть, несмотря на вот эту застопорившуюся ситуацию, в которой вы находитесь, вы проходите это масштабное обновление, полностью отказываетесь от своей точки зрения, от своих взглядов, то есть смотрите по-другому на вещи, делая эту паузу, остановку эту делая, и понимаете, что это, ну, как завершение цикла по карте мир, чему-то пришел конец, что-то исчерпало себя, завершилось. И да, возможно, вы просто вот от этого старого образа жизни, который был, как будто бы уходите, потому что вы понимаете, что если во что-то вкладывали усилия, это не оправдало себя, то зачем дальше над этим работать, над этим трудиться? А если вам кто-то может вонзать нож в спину, или кто-то может вам, да, вас предавать или что-то делать такое нечестное, то есть вы здесь принимаете решение взять свою жизнь под контроль, да, и по карте сила сохранить в себе этот внутренний стержень, эту стойкость для того, чтобы посмотреть своим страхом в лицо, в глаза и не бояться, соответственно, завершить какую-то главу жизни, чтобы двигаться дальше, для того, чтобы реализовывать себя дальше, соответственно, в вашей жизни, не бояться этого продвижения вперед. Десятка мечей. Но, в принципе, это тоже как завершение, да, завершение какой-то болезненной, некомфортной для вас ситуации, которая происходила в вашей жизни. Это то, что вы делаете здесь в второй половине месяца июля. Как готовность начать что-то с чистого листа, начать что-то сначала, более успешное. Ну, достаточно хорошая карта на самом деле, несмотря на то, что здесь очень много негативных, но потенциал развития в этой ситуации неплохой. Итак, на этом я с вами сегодня прощаюсь. Желаю всем скорпиончикам справиться с происходящими событиями. Желаю всем всего самого наилучшего, только хороших у вас событий в этот период времени. Уверена, что вы справитесь со всем, что бы тут ни было. Пишите ваши комментарии, оставляйте ваши отзывы, делитесь вашими историями жизненными, что конкретно у вас происходит. Мне будет тоже очень и очень интересно.
До скорого!